Это была не просто трилогия. Это была война, которая навсегда изменила лицо бокса. С одной стороны, Роберто Дюран. Ярость, рожденная в нищих трущобах Панамы. Инстинкт убийцы, который не знал жалости и не ведал страха. С другой — Шугар Рэй Леонард, золотой мальчик Америки. Ослепительная улыбка, за которой скрывался холодный расчет и скорость, которую невозможно было поймать. Это противостояние длилось 9 долгих лет. Оно началось с грязных оскорблений, прошло через величайшую мясорубку в истории Монреаля и закончилось одним из самых загадочных событий в мировом спорте, когда великий чемпион просто сказал «хватит». Сегодня мы разберем историю, где на кону стояло не просто чемпионство, а мужская честь. Это история о том, как ненависть превращает людей в легенд. К 1980 году бокс отчаянно нуждался в новых героях. Эра Мухаммеда Али уходила в закат. И судьба подарила миру сразу двух королей. Но они были полными противоположностями. Роберто Дюран. Панамец был не просто боксером, он был стихией. Он вырос в абсолютной нищете, воровал еду, чтобы выжить, и чистил обувь богачам. Он перенес эту классовую злость на ринг. Его рекорд — 71 победа и всего одно поражение — говорил сам за себя. Он не просто побеждал соперников, он уничтожал их, ломал их волю еще до первого гонга. Для Дюрана бокс был не спортом, это было продолжением его борьбы за выживание. Рэй Леонард был другим. Олимпийский чемпион, любимец медиа, лицо американского успеха. Он олицетворял корпоративный бокс. Умный, техничный, быстрый, с миллионными контрактами. Многие эксперты и уличные бойцы считали его просто продуктом телевидения. Слишком красивым, слишком мягким, чтобы драться по-настоящему в грязной рубке. Дюран ненавидел Леонардо. Не как спортсмена, а как класс. Он видел в Рэе все то, чего у него не было в детстве. Легкость, деньги, признание без страданий. И Дюран решил не просто победить его, он решил его унизить. Он хотел доказать, что американский идол сделан из сахара, который растает под панамским дождем. Война началась задолго до выхода на ринг. Дюран начал психологическую атаку, которая вошла в учебники по ментальному давлению. Он преследовал Леонардо повсюду. Он оскорблял его на каждом шагу. Он перешел черту, когда публично унизил жену Рэя, используя самые грязные уличные ругательства. Дюран делал все, чтобы вывести золотого мальчика из равновесия, чтобы заставить его забыть о тактике, забыть о боксе и принять уличную драку. И это сработало идеально. Гордость сыграла с Леонардом злую шутку. 20 июня 1980 года. Монреаль. Бой, который назовут «The Brawl in Montreal». Леонард, обладая колоссальным преимуществом в скорости и работе ног, мог бы велосипедить все 15 раундов и забрать победу по очкам. Но он хотел доказать Дюрану, что он мужик, что он не трус. И он полез в логово зверя. Это была рубка с первой секунды. Дюран навязал свой грязный, вязкий силовой бокс. Он резал углы, прижимал Леонардо к канатам и обрабатывал корпус так, будто хотел выбить из него душу. Леонард отвечал. Он дрался храбро, он показал характер, но он играл по чужим правилам. В тот вечер Дюран затащил его в глубокую воду, где умел плавать только он. После 15 раундов войны судьи единогласно отдали победу Дюрану. Он забрал титул и победил Америку. Панама праздновала это как национальный праздник. Дюран доказал, что уличная ярость может сломать любую технику. Он был на вершине мира, но он не знал, что эта победа станет началом его самого громкого падения. После Монреаля Дюран превратился в бога. Бесконечные вечеринки, алкоголь, еда, женщины. Он потерял форму. А главное, он потерял тот самый голод, который сделал его чемпионом. Но Леонард не тратил времени. Он жаждал реванша. Его эго было уязвлено. И он добился повторного боя невероятно быстро, всего через 5 месяцев. 25 ноября 1980 года. Новый Орлеан.
Суперфайт 2. Дюран сгонял вес в муках, сбрасывая килограммы в сауне до обмороков. Он вышел на ринг не тем зверем, что был в Монреале. Но главное изменение произошло в голове у Леонардо. Рэй понял свою ошибку. На этот раз это был шахматный поединок, где один гроссмейстер решил высмеять другого. Леонард больше не дрался. Он танцевал. Он использовал весь ринг, кружил вокруг медленного, тяжелого Дюрана, жали его джебами. А потом началось шоу. В 7-м раунде Леонард начал откровенно издеваться. Для гордого панамца это было хуже физической боли. Это было публичное унижение. Дюран привык вселять животный страх. А теперь над ним смеялись. Его удары рассекали воздух, а Леонард был уже в другом углу, улыбаясь. Дюран чувствовал себя клоуном на чужой вечеринке. 8-й раунд. Момент, который разделил историю бокса на до и после. Леонард наносит серию ударов. Дюран отступает, опускает руки, поворачивается к рефери и произносит фразу, ставшую проклятием. «No más». Больше не надо. Это не был нокаут. Это не была травма. Величайший мачо мирового бокса просто вышел из боя. Он сдался. Мир был в шоке. Панама, которая еще вчера носила его на руках, теперь сжигала его портреты на улицах. Леонард вернул себе титул, но Дюран потерял нечто большее – уважение. Воин сложил оружие без боя. Казалось, это конец. Дюран стал изгоем. Ему пришлось пройти через ад, чтобы восстановить свое имя. Он дрался за копейки, проходил через унижение, боль и сомнения, но снова поднимался. Его путь к искуплению занял годы. Он доказал, что характер можно выковать заново. Леонард тоже прошел свой путь. Травмы глаз, уходы из спорта, громкие возвращения, великая победа над Хаглером. Оба они старели. Оба обрастали шрамами. Но их история оставалась незавершенной. Между ними все еще стоял тот призрак – No más. Декабрь 1989 года. Лас-Вегас. 3-й бой. No más. Им обоим было уже далеко за 30. Это были тени прежних великих чемпионов. Скорость ушла, рефлексы притупились. Но ненависть переросла в уважение. Этот бой не стал классикой, как первый. Он не был драмой, как второй. Это была тяжелая работа двух ветеранов, которые знали друг друга наизусть. Леонард снова был лучше, победив по очкам. Но в этот раз не было оскорблений, не было плевков. Война закончилась. Что оставила нам эта трилогия? Она показала цену величия. Она показала, как высоко можно взлететь на одной лишь ярости и как больно падать, когда предаешь самого себя. Леонард доказал, интеллект способен победить грубую силу. Дюран доказал, можно упасть на самое дно, когда тебя ненавидит весь мир, и снова подняться, вернув себе честь кровью и потом. Они устроили настоящую мясорубку. Они подарили нам вечность. Это был бокс на самом высоком уровне. Подпишись на Стира Спорт. Здесь ценят характер. Твоя сила внутри тебя.